Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Сейчас я вам расскажу немножко про Плайя-дель-Кармен. Это туристический город в районе Ривьера-Майя. Мы можем посмотреть, как расположена Плайя-дель-Кармен. Я вам расскажу немножко про географию. Все авеню расположены вдоль моря, и все улицы Кая расположены перпендикулярно морю. Поэтому очень легко ориентироваться. И достопримечательностью Плайя-дель-Кармен является то, что с любой улицы вы попадаете на публичный пляж. То есть выход на пляж доступный и очень простой. Всем привет, это Мексика, и мы встретились с Аллой. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ал, скажи, пожалуйста, самый главный вопрос, который мы задаем всем в начале, почему именно Мексика? Потому что это Карибское море, и я больше всего на свете люблю море. И мы очень долго ездили отдыхать в Мексику с мужем из Ванкувера. Мы прожили в Канаде, я прожила 27 лет, последние 10 лет в Ванкувере. И мы постоянно ездили отдыхать в Мексику. И вот я помню, как я купалась на берегу и думаю, я должна здесь жить. Я должна в этой воде купаться каждый день. Я обожаю вот эти бирюзовые тона, эти цвета счастья. И, в общем, как-то я так в голове себе эту цель, так сказать, пункт назначения поставила и так сюда постепенно пришла. То есть я люблю климат теплый, люблю море, и жизнь слишком короткая, чтобы жить в климате, который тебе не нравится. В Ванкувере вот это все серое, тусклое, тяжелое, небо мокрое все, и все люди вот с этим вот стаканом кофе, с пол-литра кофе везде ходят, потому что в Ванкувере очень востребована профессия психолога, потому что у всех депрессия. Ну вот как бы мне хотелось сбежать от этой вот депрессии в эту солнечную, красивую, тропическую растительность с голубым морем. Ну вот, то есть я могу сказать, что я климатический иммигрант. А в Ванкувер как попали и откуда? А в Ванкувер я приехала из Монреаля. В Монреале мне тоже не нравился климат. Там было очень как бы зима такая долгая, тяжелая, ну как в Москве. То есть я переехала из Монреаля в Ванкувер, а из Ванкувера в Мексику. А сами из России, из какого города? Из Подмосковья. Из Подмосковья. То есть сколько лет в Канаде прожили? В Канаде я прожила в общей сложности, наверное, 27 лет. И вот это мой 5-й год в Мексике. Назад в Канаду не хочется. Нет, совсем не хочется. Мне здесь прекрасно. В общем, даже вопрос такой не возникает. А почему тогда из Мексики выбрали именно Плайя-дель-Кармен, много городов в Мексике? Ну, только из-за побережья. Карибское побережье – это особенный цвет воды, это удобная жизнь, здесь хорошая инфраструктура, это близко к Канаде, близко к Америке. Ну, то есть как бы географически это удобно, и по климату это самое лучшее, что есть. Тяжело было адаптироваться вообще в Мексике, когда приехали? Другой язык.
Я как-то даже об этом не думала. Да, наверное, тяжело, но когда так хочется, то это придает крылья. Языкового барьера не было? По-испански говорят. Нет, испанский я учила, я его и сейчас учу. Но у меня очень хороший разговорный французский, потому что мы жили в Монреале, и английский. И я понимаю, что мне говорят, я понимаю, а Google Translator, он помогает и развращает. Но, тем не менее, я общаюсь и продолжаю учить испанский язык. Он мне начинает уже нравиться. Дискомфорта не ощущаете вообще? Нет, это не мой конек. Испанский язык, некоторые люди за это время его уже выучили, а я все продолжаю, но у меня лучше мозги работают больше на вычисление return of investment, на прибыль вложенных денег. Вот это я лучше делаю. В смысле, вы бухгалтер или кто? Я работаю риэлтором, помогаю людям купить выгодно недвижимость и хорошо рассчитать return of investment. Язык я учу, да, мне нравится, как есть. А в Канаде тоже риэлтором работали? Нет, риэлтором я начала работать в Мексике, так как-то сложилось. Когда-то тогда давно, когда я решила, что я должна сюда обязательно переехать, я изучила этот вопрос, и в какой-то момент я приехала в 2017 году и купила в пресейл 3 маленьких квартиры. Потом я уехала назад в свой дождливый Ванкувер с пол-литра кофе. И жили мы на зарплату мужа. Мою зарплату мы откладывали и посылали, так сказать, в Мексику на строительство этой пропорти. В 2020 году я приехала подписывать документы, в общем, paperwork, оформление. И начался ковид, и это все затянулось. И когда я получила ключи от своей квартиры, я поняла, что я никуда отсюда не уезжаю. У меня все сложилось, у меня жизнь удалась. И потом я всем все рассказывала, как у меня все это прекрасно получилось, и помогла купить нескольким знакомым квартиру так же, как это сделала я. И потом я поняла, что я это могу делать профессионально, а не как хобби. Закончила университет в Канкун, Ласае, онлайн. Получила лицензию, в общем, так я стала риэлтором. Как-то Мексика так из меня сделала риэлтора. То есть лицензированный риэлтор? Да, конечно. А муж в Канаде остался или где? Нет, муж постепенно, но он сейчас уже перебрался, да, и тоже очень счастлив. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Где мы сейчас находимся? Расскажите нам, пожалуйста. Мы находимся в курортном городе Плая-дель-Кармен. Плая-дель-Кармен расположена в середине, так сказать, района Ривьера-Майя туристического между Канкун и Тулумом. То есть час до Канкун, час до Тулума. Очень близко Казумель. Мы его видим сегодня, несмотря на ветер, хорошая видимость. Это остров. Это остров. Туда можно на пароме доплыть за 40 минут. В общем, в центре всех туристических аттракшн. Здесь люди сюда приезжают и наслаждаются туристической жизнью Плая-дель-Кармен и путешествуют по окрестностям. Чем вообще привлекает Плая-дель-Кармен? Почему не Канкун, не Тулум, а именно здесь? В Плая-дель-Кармен первое – это легкий доступ к пляжу. С любой улицы вы выходите на общественный пляж. Второе – то, что легкий доступ ко всем достопримечательностям. Тулум, пирамиды, сеноты, Канкун. То есть можно поехать на Казумель на снорклинг, на дайвинг, все сеноты для глубокой подводного ныряния. И все
исторические и туристические достопримечательности очень близко. Но мы сейчас вот находимся на жилом комплексе. Я смотрю, что все здания, они невысокие. Больше 8 этажей не строят тут? Да, по плану муниципальному нельзя строить выше 7 этажей, то есть все жилые дома – это 6 жилых этажей, и 7-й этаж – это крыша, вот, на которой мы находимся, вот с таким вот видом на океан, бассейн, джим, вот площадка для отдыха с барбекю. Ну, как бы они все такие вот типичные. Все вот эти вот дома имеют такую планировку. То есть люди, которые покупают себе квартиру в таком комплексе, они имеют свободный доступ к бассейну, к тренажерному залу, они дополнительно не платят? Именно так. То есть это аменити билдинга, удобство каждого дома. И это как бы людей очень привлекает, потому что любая погода, вы здесь можете провести время, если, допустим, на море волны или там, не знаю, не хочется лень идти на море, здесь очень приятно провести время с друзьями и хороший джим. В общем, все здесь есть, очень удобно. Крыша дома – это такое вот, как у нас там смешно об этом говорят, хорошо иметь хорошую крышу. Вот это здесь в буквальном смысле этого слова. Ну, а погодные явления никак не влияют вот на такой, скажем, дом? То есть шторм, особенно близко к берегу? Ну, вот сейчас, скажем, вот это и есть шторм. Мы от берега в 7 минутах ходьбы, здесь 7 минут ходьбы до пляжа. Ну вот сегодня море неспокойное, то есть купаться сегодня не очень приятно. Вот мы можем купаться в бассейне. Окей. И сколько такое удовольствие может быть стоить, такие апартаменты? Это очень известная компания, одна из 5 самых известных застройщиков в Плайя-дель-Кармен. Это как бы уже лакжери сегмент, это не дешевая квартира. Здесь квартиры, начиная от 3,5 тысячи US-долларов за квадратный метр. То есть квартира в таком билдинге где-то 42-45 квадратных метров может стоить, в зависимости от этажа, она стоит от 200 тысяч долларов до 200-260. Может быть, чуть-чуть, в других билдингах может быть чуть-чуть дешевле, если это чуть дальше от моря. То есть цену определяет близость к морю и этаж. И кто покупает здесь квартиры вообще? Здесь квартиры покупают все. Мои клиенты в основном русскоговорящие канадцы и американцы покупают для себя и покупают как инвестицию. Как инвестиция Плайя-дель-Кармен пользуется очень большим спросом, потому что здесь туристический сезон не полгода или там сколько-то месяцев в году, как в других странах. Здесь туристический сезон 12 месяцев в году, потому что такой прекрасный тропический климат, и температура моря не опускается ниже 26 градусов зимой в самое холодное, так сказать, время. Поэтому квартиры всегда сдаются, может быть, они как бы немножко меньше пользуются спросом, но тем не менее поток туристов круглосуточно. Поэтому инвесторы сюда инвестируют, так сказать, с радостью. И Плайя-дель-Кармен очень удобный город для проживания. Сейчас очень невероятное количество иммигрантов из Канады и из Америки. А почему они мигрируют? Что им там не нравится? Им там не нравится экономика, им не нравятся цены. Вот, допустим, из Канады ежегодно уезжают где-то 120 тысяч человек. Все им там не нравится. Уезжают они в основном в Америку. Это как бы люди состоятельные, но большая часть из них приезжает в Мексику. То есть такая повальная иммиграция в Плайя-дель-Кармен началась после ковида. Во время ковида люди получили возможность работать удаленно. До ковида только благосостоятельные пенсионеры, так скажем, проводили здесь полгода или покупали там себе уже жилье на пенсию. А во время ковида и после ковида оказалось, что очень много молодых людей могут свободно жить. Они не привязаны к месту, не привязаны работой, то есть они могут жить где угодно.
И вот оказалось, в Плайя-дель-Кармен здесь очень хорошо развита инфраструктура и прекрасные погодные условия и доступные цены. Поэтому просто буминг строительства, иммиграции. Очень много мигрантов из Мексики, из всей Мексики приезжают в Плайя-дель-Кармен подзаработать, потому что поток туристов огромный. Здесь есть работа, все находят мексиканцы и американцы, и канадцы, и европейцы сюда едут просто за прекрасной жизнью в хорошем климате, на берегу моря. То есть вот это свежие фрукты, теплая погода, карибский цвет воды, всех это привлекает. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Какие минусы сейчас здесь в ходе 5 лет проживания видите? Никаких. Нет минусов? Нет минусов. Но в любой стране есть свои, так скажем, особенности. Но это нельзя сказать минусы. Ну, как-то вот бюрократичность системы, можно сказать. Но это вот особенность системы. В Испании также все жалуются, что вот все медленно. Вот это маньяна, немножко непунктуальность, к этому как бы пришлось адаптироваться, особенно после Канады. Немножко все так, система бюрократичная и тяжеловато, очень много, все на бумаге. Вот мне так казалось, что в Канаде все диджитал, все по номеру телефона, а здесь вот на все нужна бумажка, вот без бумажки ты вот в рифму там, можно сказать, не буду, да, вот как-то так. Но если сравнивать с той же Канадой, где уже прожили столько лет, минусы Канады, то есть Мексика перекрыла, но с точки зрения преступности, преступность же, говорят, в Мексике очень сильная. Вы знаете, это говорят. Не попадалось ничего страшного? Мне совершенно не попадалось, но скажу по профессиональнее. Мы живем, Плайя-дель-Кармен находится в штате Кинтана-Ру. Один из 31 штата, 31 штат в Мексике. Это самый безопасный штат в Мексике. Здесь больше всего полиции на душу населения, потому что это самый туристический штат в Мексике. И как бы здесь самая низкая, не знаю, преступность. Как бы мы не слышим, что такое преступность. Все прекрасно. Как бы Плайя-дель-Кармен и Кинтана-Ру – это такая курица, которая несет золотые яйца. Поэтому… Кому несет? Всей Мексике, на всю Мексику. Здесь очень много людей работает в туристической сфере, которые посылают деньги своим родственникам по всей Мексике. И как бы правительство охраняет свою курицу, которая несет золотые яйца. Это логично. На пикапах с автоматами такие есть. Это такой, как вот парад на Красной площади, они нам показывают, что они за нами наблюдают. Что они работают. Что они работают, что мы полностью защищены. Ну, какие-то мелкие инциденты бывают, но их как бы случаев преступности сейчас и в Канаде, и в Америке, по-моему, даже больше. Ну, Мексика большая, там на севере, где картели выясняют отношения между собой. Мы об этом не говорим, мы совсем в другом штате. То есть мы в безопасной, так сказать, туристической зоне. Поэтому здесь вопрос о преступности, не актуален. Если коснулись про золотые яйца, так какие налоги здесь вообще работник платит, если работает? Налоги небольшие. Там есть разные финансовые статусы у людей. В общем, я не бухгалтер, это очень глубоко надо копать, но налоги щадящие. То есть они ниже Канады? Ниже Канады.
На бизнес, на ведение бизнеса они примерно такие же. Но для работающих людей на зарплате как бы не трагично. А социальные взносы работники они делают, чтобы получать медицину, либо они самостоятельно покупают страховки? Резиденты Мексики, как граждане Мексики и иностранные резиденты имеют право посещать государственный госпиталь, но он не бесплатный. Там цена очень-очень низкая, так для нас смешная низкая, но все-таки он не бесплатный. То есть медицина почти бесплатная людям предоставляется. Ну, там много людей, там очередь. То есть если кто-то вообще более обеспеченные мексиканцы, тоже идут в частные госпиталя, и это уже они платят сами, или же они покупают страховку, и страховка платит за них. Но страховку надо купить. Ну, турист может получить медицинскую помощь в государственном госпитале? Нет. 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 То есть турист должен приехать в Мексику со страховкой из своей страны. А если не сделал, сэкономил, не сделал страховку? Ну, это безответственное поведение взрослого человека, Кто его недостойное, примет? никто. Никто не примет? Нет. Только частный госпиталь за большой кэш? Да, частный госпиталь, если у человека нет страховки, он его не примет. Ну, там уже как бы нет, это безответственно, это нельзя. Вы должны купить себе, вы должны иметь страховку. Хорошо. Как вообще с точки зрения проживаемости, стоимости жизни? Она дешевле, дороже той же Канады? Она, конечно, дешевле Канады. Я сначала скажу про real estate, то есть купить недвижимость в Мексике, конечно же, дешевле. Если это не лакжери сегмент, то это вообще намного-много-много дешевле. Если это лакжери, это может быть как бы соотносимые цены. Проживание дешевле, хотя Плая-дель-Кармен и сходить, допустим, в ресторан, цены не уступят канадским. На продукты в супермаркетах они тоже близки к канадским, если это, так сказать, processed food, там все, что в фантике, в бумажечке, в коробочке, оно примерно канадские цены и есть. Если это свежие сезонные фрукты, конечно, это дешевле. И там мясо, допустим, если это не стейк какой-то выборочный, даже, наверное, и стейк дешевле. Да, дешевле. Сюда приезжают многие канадцы со своей пенсией, на которую они не могут выжить в Канаде, а здесь они на свою пенсию могут прожить достаточно хорошо и так богато, скажем. Русскоязычное сообщество здесь развито? Очень большое, просто огромное. Очень много из Канады и из Америки, очень много из России. Вот у меня есть, я член, допустим, группы «Женский чат». Там, по-моему, что-то порядка 854 женщины, а у многих из этих женщин есть дети и семьи. То есть русское сообщество очень большое. Приходишь на пляж, обязательно слышно русская речь. Заходишь в магазин, обязательно слышно где-то русская речь. То есть много. То есть мексиканцы сами русские учат, да? Да, очень много семей смешанных, да. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А есть опыт вообще со школой? У меня нет, но у моих клиентов и знакомых есть. Образование младшее очень хорошее. Есть публичные школы, есть частные школы всех категорий по цене, там начиная от 150 до $300, наверное, до $350 в месяц. То есть каждый выбирает себе по цене. Образование идет на 2 языках, испанском, английском. Все родители довольны. То есть здесь очень много на самом деле семей с детьми школьного возраста, и много русскоговорящих семей обучают детей в местных школах, и никаких нареканий и жалоб нет.
К детям здесь относятся очень хорошо. Мексиканская культура, она такая family-oriented, ориентирована на семейную жизнь. Ребенок — это в семье сокровище, отношение к детям очень такое божественное, все хорошо. А как мексиканцы сами относятся вот к иностранным туристам? Не говорят там «понаехали»? Нет, мы их кормим. То есть как бы люди осознанные это понимают, у них доход идет через туризм. Очень люди на самом деле доброжелательные, мексиканцы приятные. Я у них училась отношению к жизни такому вот легкому. Они всегда улыбаются. Любой еде они рады, любой одежде там они рады. У них какая-то такая жизнь. Они не делают проблем, как мы, из всего. Ну вот Плая де Кармен будет мексиканским Майами или нет? Будет. Будет? Будет. Население Плая-дель-Кармен вообще катастрофически растет. Оно вот за годы после ковида оно удвоилось. Население Плая-дель-Кармен было где-то 250 тысяч человек. Сейчас по предварительным подсчетам с туристами, кто находится в статусе туриста, они как-то постепенно потом переходят в статус резидентов, где-то 500 000 уже, 500 тысяч. И продолжает расти, потому что людям нравится образ жизни, лайфстайл, и как бы они по цепочке, по сарафанному радио так подъезжают. Как легко перейти в статус резидента? То есть купить недвижимость, и ты можешь перейти или нет? Это один из вариантов. Можно выйти замуж, можно родить ребенка, можно инвестировать деньги и получить как инвестор. Бывают разные социальные программы. То есть все, кто хочет получить резиденс, получают каким-то способом доступным, ну, всегда есть. Через инвестиционную программу Да. ты на какую сумму должен купить недвижимость? Это сколько? 300 тысяч, 200 тысяч? 250 тысяч американских долларов. От этой суммы ты можешь получить резидентство. Да. А сколько нужно лет прожить, чтобы получить гражданство? Можно получить, значит, после того, как человек получил temporary residence, не знаю, как это перевести. Ну, Временное. ПМЖ или ВНЖ? Нет, ВНЖ. Да. ВНЖ на 4 года, потом можно подать в ПМЖ, и через 3 года можно подавать на паспорт, то есть где-то 8 лет. И обязательно надо находиться в стране? Не обязательно. Раньше было обязательно, сейчас не обязательно, можно выезжать и какой-то... Ну, то есть, допустим, я могу сделать так, что получил ПМЖ, уехал, я не жил в Мексике 3 года? Или я должен все равно жить? Насчет 3 года я не знаю. Это надо уточнять у специалистов. По поводу постройки недвижимости, насколько в течение 5 лет, как с момента приехали сюда, вообще количество недвижки увеличилось? Увеличилось невероятно. То есть районы, которые раньше были вот джунгли, там выросли, то есть город-сад на месте джунглей. И в Плая-дель-Кармен происходит точечная, постоянно застройка, то есть старые дома сносятся, и на их месте вырастают новые красивые. И Плая растет вглубь. Раньше за дорогой, то, что не Oceanside, там были джунгли, а теперь это просто нет конца и краю постройкам. То есть за дорогой сейчас тоже строят? Да, и это огромный город за дорогой. И там живут очень много людей, выходцев из Канады и Америки, экспатов. Там строятся красивые коммерческие центры, школы, то есть цивилизация идет вглубь, в джунгли невероятной скоростью. Какие бы рекомендации дали людям, которые хотят переехать в Мексику? Как подготовиться? Ну, конечно же, учить язык. Английский, испанский, какой лучше? Испанский, конечно же, испанский. В Плая-дель-Кармен очень многие люди
которые работают в сервисе, говорят по-английски. То есть выжить с английским языком можно. Как я это сделала. Ну, работать Да, конечно. будет тяжело. Конечно, работать тяжело, и вообще просто надо понимать нюансы, поэтому, конечно же, учить язык – это самое главное. Ну и копить деньги, потому что должна быть финансовая подушка. Ну, а есть какие-то такие подводные камни, которые особо не афишируют, но стоит знать, прежде чем приехать в Мексику? Никаких подводных камней нет. Ну, любая иммиграция – это хлопотно, это стрессованно. Ну, как бы я научилась manage my стресс, управлять своим стрессом, глядя на мексиканцев, на их как-то... Раньше когда я приехала, мне казалось, что это какое-то замедленное кино. Как в магазине, они там считают деньги, заворачивают эти продукты на кассе. У меня прям внутри все закипало, думаю, замедленное кино. А сейчас мне уже так не кажется. Уже все прекрасно, я сама, наверное, такая стала. Сейчас в Канаде быстрое кино, да? Да. Сейчас я смотрю на тот мир, и мне кажется, они там как-то очень такие резкие движения делают. Зачем? Когда жизнь так прекрасна, надо наслаждаться моментом. Так как-то. Готовьте купальник. Вопросы остаются без ответов? А может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.